Здравствуйте. Увлажнитель воздуха, нет испарения. Как правило, в таких случаях выходит из строя пьезоэлемент. Расположен он вот здесь. И лечится его заменой. Так как тут заросло накипью, вначале залью сюда раствор лимонной кислоты. Залил и оставлю это на ночь. К утру должно все очиститься. Почистил. И теперь можно проверить, есть ли тут какое-то движение. Для этого нальем воду. В таком положении прибор у нас не включится, потому как здесь стоит бесконтактный выключатель, и пока мы не поставим бак, будет индикация, что нет воды. Для этого мы снимем вот это колечко, которое надевается на вот этот штырек. Отожмем тут защелки и вынимем. Не совсем удобно показывать. Так, положим. Вот таким образом. И наденем его на штырек. Пробуем включать. Не слышно никакого движения. Еще должен быть шум вентилятора. Он тоже не работает. Если убрать сейчас колечко, то срабатывает индикация отсутствия воды. Колечко где-то должно плавать где-то посередине. Значит, будем разбирать. Откручиваем все шурупы с нижней стороны. Я уже выкрутил. Один из шурупов был
под звездочку. Я выкрутил вот такой длинной плоской отверткой. И вот что мы здесь видим. Блок питания. Это датчик влажности и генератор. Генератор пьезоэлемента. У блока питания на выходе два напряжения. Насколько я помню, где-то 34 вольта идет на генератор, а 12 на управление. Возможно, нету напряжения 34 вольта. Надо его проверить. Достал блок питания. И вот это выходные контакты. Общий подписан, остальные нет. Общий слева. Для того, чтобы замерить напряжение, нужно предварительно пропаять контакты. Так как плата залита лаком. Пропаял и замеряем. Не включил. Одиннадцать и 34,5. Блок питания рабочий. Достал вентилятор, кулер. Оказывается, он работает. Практически бесшумно. Что меня и смутило. Буду доставать испаритель, пьезоэлемент. Хотя выглядит он как бы и неплохо. Еще пощупал транзистор генератора. Он холодный. Похоже, что не работает. Так что, возможно, дело и не в испарителе, а в транзисторе. Чтобы снять пьезоэлемент, нужно открутить металлическую пластинку. И теперь можно легко вытащить. У меня есть в запасе. Продаются они на AliExpress. Сколько стоит, уже не помню, но недорого.
Я просто где-то здесь обрежусь и подпаяю новый, чтобы не снимать плату, так как на плате он припаян с обратной стороны. Заменил, результата нет. Значит, будем выпаивать транзистор. Похоже, что транзистор пробит. Не звонится ни в одну сторону. Видим, что здесь все окислилось. Окислились контакты. Промою спиртом. Выпаял. Транзистор BU406 биполярный. И мультиметром он не прозванивается. Прозванивать буду таким китайским тестером для проверки радиодеталей. И он неисправен. Нашелся у меня на замену. И покажу, как он должен звониться. Вот этот рабочий. Буду менять. Поставил транзистор. Проверяем. Как видим, аппарат заработал. Осталось собрать. Возможно, кому-то будет полезно. Спасибо за просмотр.